Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень приятно читать ваши комментарии. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Так, сразу вам напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные, поэтому берите свою пряжу. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну а я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми сегодня работаю. Итак, кто еще не вязал, новички, смотрите, называются они Alize, Angora Gold, Simli. Вот именно Simli. Идем дальше. В 100 граммах 500 метров. Ну понятно, что здесь уже не 100 грамм, да, чуть поменьше. По составу смотрим. 75% акрил, 20% шерсть, 5% это металлик. И крючок нам советуют брать от 2 до 4. Ну, в зависимости от плотности вязания, от вашего узорчика, да. И я, смотрите, данную пряжу вязала крючком номер 3. И сегодня я беру свою такую, смотрите, рабочую лошадку. Так, крючок номер 3. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете инструкцию, аннотацию к пряже, какой вам крючок советуют, подбирайте под свою плотность, чтобы вас все устраивало, и вяжете свою пряжу своим крючком. Ну что, свяжем? Итак, новички. Я уже рассказывала это ниточки, но повторюсь. Смотрите, когда мы вот так вот ниточку раскручиваем, мы четко видим, что у нас здесь 3 ниточки. Шерсть, акрил и металлическая ниточка. Видите? Когда будете вязать, берите крючок не самый тоненький. Почему? Потому что, видите, вот из-за шерсти вот такие вот ворсиночки, они могут цепляться и поначалу мешать вам. Поэтому возьмите крючок чуть побольше. Когда приноровитесь, уже можете брать крючок поменьше. И еще такой момент. Когда вы будете вязать, заранее продумывайте, что, как, где вы будете вязать, какие столбики. Потому что если вы ошибетесь, то распутывать будет возможно, но очень тяжело. Но возможно. Угу. А так ниточка прекрасная. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта и 1 воздушная петелька для того, чтобы узорчик красиво ровно закончился. То есть получается у меня будет 31 воздушная петелька, ну а вы сделайте сколько вам удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, как во многих узорчиках сделаем вспомогательный ряд, потому что нужно будет пропускать большое количество воздушных петелек. Новички могут запутаться, да? Поэтому для новичков, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем аккуратненько. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2. Накид. В следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязываем точно так же 2 петельки, 2 петельки. Это у нас столбики с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же, прям по порядку ныряем, провязываем столбики с накидом и так далее до конца ряда. В каждую петельку нырнули цепочки и провязали столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть в моем случае я набрала 31 воздушную петельку. Значит, у меня получается 31 столбик с накидом. Такая вот легкая математика. И не забывайте, что первые 3 столбика, 3 петельки, вернее, вот эти вот, да, мы считаем за столбик с накидом. Это имитация столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся и продолжаем дальше узорчик. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько, приступаем к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь поворот и 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого у нас получается 5 воздушных петелек. Теперь смотрите, накид.
В столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Угу. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик возвращаемся и провязываем столбик с накидом. И у нас с вами получилась вот такая вот широкая большая рогатка. Да? Вот. Дальше опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем снова 4 столбика предыдущего ряда. Раз, два, три, 4. В пятый нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Вот такая вот картина. Да? Дальше будет повторение. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. Пропустили 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый столбик с накидом. Дальше 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И возвращаемся обратно и провязываем опять столбик с накидом сюда же. И у нас получается вот такая вот рогаточка. Угу, большая и широкая. Понятно? Вот, опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 4 столбика в нижестоящем ряду. Раз, два, три, 4. И в пятый опять провязываем столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете. Столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка до конца ряда. Угу. Давайте самостоятельно. У вас получится. Я вас в конце ряда встречу. Так, смотрите. Вот провязали до конца ряда. И ряд у нас заканчивается столбиком с накидом. Все ровно, четко. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, вот в эту арочку мы провязываем столбик без накида раз и столбик без накида 2. То есть 2 воздушные петельки у нас здесь и будут 2 столбика без накида. Далее мы перепрыгиваем вот в арочку нашей рогатки. У нас здесь было 4 воздушные петельки. Мы сюда провязываем 5 столбиков без накида. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Сюда же 5. 5 столбиков без накида. Далее в следующую арочку прыгаем и провязываем 2 столбика без накида. Угу. То есть мы с вами, получается, весь ряд провязываем столбиками без накида. Далее повторение. Столбик пропускаем, начинаем арочку провязывать. Вначале 2 столбика без накида. В следующую арочку 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. И опять в следующую арочку до столбика 2 столбика без накида. Не сложно? Я думаю, не сложно. Самостоятельно до конца ряда справитесь? Давайте самостоятельно, в конце ряда я вас встречу. Договорились? Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда наши столбики без накида. Вот наша последняя арочка, 2 столбика, и тут 3 петельки подъема, да? Мы в третью петельку провязываем точно такой же столбик без накида, и на этом наш ряд заканчивается. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь мы с вами переключаемся на столбики, которые находятся вот в рогаточке. Арочка от рогаточки, 5 столбиков без накида. Накид. В первый столбик мы ныряем в верхушку столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим петельки на крючке. Накид. Еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, 3 петельки на крючке. Теперь их все вместе провязали и зафиксировали. Вот такой вот маленький пышный столбик. Накид. В следующий, во второй столбик точно так же провязываем. Вытягиваем ниточку, 2 петельки, стоп. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Теперь 3 петельки вместе и зафиксировали. Второй пышный столбик. Накид. В третий столбик точно так же провязываем третий пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с накидом с общей верхушкой. Оп. И обязательно зафиксировали. Накид. Четвертый столбик точно так же. Раз, два. Все петельки вместе зафиксировали. И пятый столбик. Раз. Сюда же 2. И все петельки провязали вместе, зафиксировали.
Вот у нас получается вот такая вот картина. 5 столбиков без накида, из них вышли 5 пышных столбиков. Далее смотрите. Накид. Вот у нас, помните, стоял столбик один-одинешенек. Вот мы, получается, беремся за верхушку, да? Оп, ныряем между столбиками. Видите, как ориентир. Вот наш столбик с накидом. И провязываем. Столбик с накидом. Все, дальше идет повторение. Опять переключаемся на 5 наших столбиков. После 5 пышных столбиков точно так же. В центр, как ориентир, столбик с накидом, мы между столбиками провязываем столбик с накидом. Все, не сложно, не сложно. Вот так вот давайте до конца ряда. У нас всего 3 арочки, да, всего получается, ну в моем случае вот так вот. 3 раза будет по 5 пышных столбиков. Все, встречаемся в конце ряда. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши пышные столбики, как веерочки, красиво получились. Как мы заканчиваем наш ряд. Смотрите, после последнего пышного столбика накид. И вот наш последний столбик без накида. Так, мы в него ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же мы присоединяемся столбиком без накида. Так. А теперь смотрите, будем делать воздушная петелька. Вот, получается, перед нашим пышным столбиком арочка, ныряем в нее, провязываем столбик без накида. Далее, воздушная петелька между пышными столбиками, вот арочка, ныряем, провязываем столбик без накида. Воздушная петелька, точно так же между пышными столбиками нырнули, провязали столбик без накида. Воздушная петелька, между пышными столбиками нырнули, столбик без накида. Воздушная петелька, опять между столбиками ныряем, столбик без накида. Воздушная петелька, смотрите, между пышным столбиком и вот нашим столбиком одиноко стоящим, да, точно так же провязываем столбик без накида. Теперь воздушная петелька, столбик мы вот этот вот пропускаем и сразу же в арочку между столбиком и пышным столбиком провязываем столбик без накида. И так далее до конца ряда. Поняли, да? То есть наша с вами задача: воздушная петелька, столбик, воздушная петелька, столбик, воздушная петелька, столбик и так далее. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Ряд совсем несложный. Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида с нашими воздушными петельками. Как мы заканчиваем наш ряд? Получается, вот между пышным столбиком, да, пышным столбиком и 3 петельками подъема мы сделали столбик без накида. Теперь точно так же воздушная петелька и заканчиваем в 3 петельки подъема, оп, столбик без накида. Все точно так же, как мы начинали наш ряд. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Теперь смотрите внимательно. Ориентир у нас получается это средний пышный столбик. Да? У нас 5 пышных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, третий пышный столбик. Помните, мы между, получается, да, данным пышным столбиком мы провязывали столбики без накида. А над столбиком получилась арочка из одной воздушной петельки. Так вот, наша задача получается в эту арочку провязать рогатку. Ныряем в арочку, столбик с накидом. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять сюда же возвращаемся, сюда же, и провязываем еще один столбик с накидом. Вот такая у нас получается рогаточка. А если внимательно присмотреться, точно такая же, как в самом первом ряду. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд вот с такими большими рогаточками. Дальше опять 2 воздушные петельки, да, вспоминайте, накид. И вот получается, как ориентир, видите, наш столбик одиноко стоящий, вот он так и будет у нас стоять на протяжении всего нашего узорчика образца. Вот, получается, над ним точно такая же арочка из одной воздушной петельки. Мы в нее ныряем и провязываем столбик с накидом. Все. И вот так вот провязываете до конца ряда. Понятно? Повторяйте самый первый ряд. Единственное отличие, что вы будете вот в эту арочку маленькую над центральным пышным столбиком провязывать рогаточку. Я думаю, что несложно, вы справитесь самостоятельно. Давайте, а в конце ряда я вас опять встречу. Так, смотрите, опять наши рогаточки готовы. Так, как мы заканчиваем ряд? 2 воздушные петельки в конце ряда.
делаем накид. И вот в последний столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Все, несложно, несложно. Смотрите, мы с вами провязали вертикальный раппорт узорчика. То есть это у нас вначале были рогаточки наши, да, потом мы возвращались, обвязывали столбиками без накида. Потом у нас были пышные столбики, и пышные столбики мы обвязывали столбиками без накида с воздушными петельками. Понятно? То есть все, дальше идет только повторение. 4 ряда, 4 ряда, 4 ряда, даже никаких шахматных порядков нету. То есть настолько просто, настолько легко и доступно. Для тех, кто умеет пользоваться схемкой, я сюда приложу схемку, вы смотрите, сами себя контролируете. Те, кто не умеет работать со схемкой, обязательно посмотрите. Но мы все уже посмотрели, все уже разобрали. Вы увидите, где пышные столбики, где обычные столбики без накида, где столбики с накидом, где воздушные петельки. То есть ничего сложного в данной схемке вообще нет. Обязательно посмотрите, себя проконтролируйте. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, да, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота получается. Красота у нас, смотрите, будет двусторонняя. Любую сторону берете, такая будет у вас лицевая. Удобно? Очень удобно. Для палантинов, да, различных накидочек. Не забывайте про парео летний, да, ну летняя пряжа, конечно. Из летней пряжи это топики, маечки. Не забывайте, что узорчик можно повернуть в разные стороны, да. То есть не останавливайтесь только на одном виде. То есть веерочки могут смотреть и вниз, и в бок. Ну, опять же, демисезонная пряжа. Это различные интересные шарфики. Это, возможно, жилеточки, да. Если это зимняя пряжа, точно так же. И кардиганчики, жилеточки можно. Ну, что не дырявчатый. Под низ выдеваете что-то интересное. И очень будет смотреться и эффектно на контрасте цветов. Ну, вы сами знаете, да, вы большие дизайнеры. Давайте замерим красоту. Получается, если моя пряжа, моя плотность вязания и мои ниточки, то это у меня, ну, 14,5 сантиметров, да. А тут получается 4 раппорта по 4 ряда. И последний, так скажем, первый, да, наборный ряд, это 17 рядочков. Это у меня будет 13 сантиметров. Здорово? Здорово. Смотрите, те, кто уже вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали. Нам будет интересно почитать, что у вас получилось, с какой пряжи. Те, кто еще не вязали, подбрасывайте идейки в комментарии, что можно связать, из каких ниточек, потому что вы большие дизайнеры, у вас большая фантазия, да? Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.